Друзья мои, все спят и работы, я пойду отдохну немного. А пока что проведу с вами пуджа. Дословно пуджа в переводе с хинди означает поклонение. Вообще это не совсем хинди, это санскрити, про язык древний, про язык человечества, который до нас дошел еще с тех ушедших цивилизаций. Пуджа, поклонение. Поклонение богам, духам, силам, предкам. Пуджи бывают разные. Сегодня с вами совершим пуджу, призыв предков до 7-го поколения. Чем такой призыв важен и что он дает человеку? Защиту предков. Если предки приходят в твою жизнь и они благословляют, у тебя резко меняется жизнь. У тебя начинаются сдвиги и по работе, и решаются проблемы. Это призыв духов своих предков. Для этого вам нужно зажечь костер, либо источник огня в доме, пшено или ячмень. Далее 3 разных благовония, то есть разных ароматов. Черная и красная свеча, вино, хлеб, мед, корица. Корица можно молотая, можно такая. Я сейчас показываю в основном, что именно активизирует и открывает порталы в мир духов и призывают ваших предков. Пуджу имеют право совершать люди, которые не отсекли себя от проклятого рода. Пуджу имеют право совершать люди, у которых нет родового проклятия. Потому что если род проклят, то призывать таких предков не стоит, поскольку вы обращаетесь к ведьме для того, чтобы отсечь и освободить себя от проклятого рода. И призывать проклятый род будет очень глупо. Пуджу совершают люди, которые уверены в том, что у них были достойные предки, у которых нет родового проклятия, которых не отсекали от рода и не создавали новый род. Пуджу призывают в моменты отчаяния, трудностей, когда суд, когда преследование властей, когда отнимает имущество, когда такие весомые проблемы, которые можно решить только с помощью защиты предков, бросая в огонь подношение, призывайте предков до 7-го колена. Призывать нужно 7 раз. Я 1 раз это сделаю, остальное я сама призову, потому что я устала. Я не буду долго сейчас рассказывать и говорить. А вино, хлеб, свечи нужно потушить, благовония оставляйте истлеть. Значит, вино, хлеб и мед оставляйте на столе как корм, как питание, как жертва для предков. А на следующий день можете просто выкинуть, потому что они уже исчерпали себя. 7 предков приходят к вам и начинают помогать. Когда они сделали свое дело и ушли, или сами уходят, или желательно совершить еще одну пуджу, благодарение, но уже своими словами точно так же поставить эти все ингредиенты, благодарить за помощь и отпустить их, когда уже все проблемы решились. Духи ваших предков, смотря насколько ваш род силен, будут приходить и помогать вам. Итак, для начала сделаем подношение огню, а потом будем читать. Ой, сейчас извиняюсь. Здесь одну свечу потушила нечаянно, но это не страшно. Корица.
Здесь две разновидности корицы мне отправляли из Индии. Именно такая душистая корица, вот эти палочки, немолотая корица. Я совершаю священную пуджу и призываю в круг своих предков. Давайте мы тут немножко исправим ситуацию. Как видите, у нас тут рано вообще. Поздно темнеет и рано светлеет. Как ни странно, обычно в лесу как бы более должны быть мрачные краски, да, казалось бы, вся корица разгорелась, но оно не так. Далее. Я совершаю священную пуджу и призываю в круг своих предков. Придите, услышьте меня и помогите. Как вы понимаете, корица не просто так здесь воздействована. Она усиливает огонь. Возьми свою жертву, сила земли и неба, и приведи ко мне моих предков. Я угощаю тебя, священный огонь, и совершаю священную пуджу, призывая своих предков. Итак, начнем. Я снимаю одна, потому что Яну отправила спать. Она устала, и вообще с утра нужно книги отправлять. О боги тьмы и света, боги неба и подземелья, откройте врата и отпустите в мир людей души моих предков до 7-го поколения. Бабушки мои и прабабушки, деды мои и прадеды, собирайтесь вокруг моего костра, угощайтесь, наслаждайтесь, благословите наш род, наш дом, нашу кровь. О предки мои благородные, благословленные, добродушные помощники мои, заступники мои, дающие силу, дарующие благо. Ритуалом пуджа я призываю вас и с помощью богов. С их дозволения вы пришли ко мне для моей защиты, для помощи мне. Помогите мне в моих делах, в начинаниях. Отгоняйте врагов, отсеките болезни, уберите препятствия, богатство в наш дом и благо в наш дом. Стекайся, приди, наполняй наш дом, и навеки богатство пусть поселится в нем. Благословленная пуджа, 7 кругов предков, услышьте меня, защитите меня, под вашей защитой процветать мне и жить. Благословение предков со мною. Я благодарю вас и благословляю. Да будет так. Наверное, еще раз прочитаем. Кидаем снова в огонь. Как видите, огонь пришел весь в движение, усилился. О силы земли и неба, благословите священную пуджу во имя моих предков. О боги тьмы и света, боги неба и подземелья, откройте врата и отпустите в мир людей души моих предков до 7-го поколения. Бабушки мои и прабабушки, деды мои и прадеды, собирайтесь вокруг моего костра. Угощайтесь, наслаждайтесь. Благословите наш род, наш дом, нашу кровь. О предки мои благородные, благословленные, добродушные помощники мои, заступники мои, дающие силу, дарующие благо. Ритуалом пуджа
Я призываю вас с помощью богов, с их дозволения. Вы пришли ко мне для моей защиты, для помощи мне. Помогите мне в моих делах, в начинаниях. Отгоняйте врагов, отсеките болезни, уберите препятствия, богатство в наш дом и благо в наш дом. Стекайся, приди, наполняй наш дом и навеки богатство пусть поселится в нем. Благословленная Пуджа, 7 кругов предков, услышьте меня, защитите меня. Под вашей защитой процветать мне и жить. Благословение предков, благословленные предки мои, благодарю вас и благословляю. Да будет так. Итак, дорогие друзья, я научила вас, как провести священную пуджу, то есть поклонение своим предкам и призыв своих предков. 7 раз прочитать. Когда ваше дело решится в вашу пользу, еще раз зажигайте костер, благодарите своих предков своими словами и отправляйте их обратно. Попросите их уйти с покоем и в нужный момент снова прийти к вам на помощь. Это очень сильный ритуал, и любой человек, который его совершит, поймет силу этого ритуала, когда в его жизни начнутся очень резкие перемены, словно вашу жизнь перевернули просто вверх ногами. В хорошем смысле. Всем удачи, а я пойду немного отдохну, потому что действительно уже нет сил работать. Но я это делаю, потому что я понимаю, что одной лекцией, одним ритуалом я могу помочь огромному количеству людей. И мой труд, моя усталость, она окупается, наверное, переменами в судьбах людей. И их благодарностью они очень многое стоят для меня. Всем удачи, всех благ. Делайте, как я вас учу, и будете жить достойной жизнью. Всего хорошего.